Ну, когда я готовилась к переезду, я знала, что я смогу взять только 2 чемодана с собой. Трудно было решить, что же мне абсолютно дорого, с чем я не могу расстаться, что мне на душу будет греть и сердце ласкать. Ну и, в общем, я какие-то вещи взяла с собой, но самое главное, что мне один добрый человек помог, сказал, что он мне отправит 6 коробок с нужными для меня вещами. И когда я отправляла эти 6 коробок, я смогла туда положить 3 картины, которые мне хотелось взять с собой. Вот эту картину, которая у меня сейчас рядом с обеденным столом, и еще одну картину «Киргизский пейзаж горный». И, к счастью, я их смогла сюда к себе привезти. И теперь они мне греют душу. Ну, моя жизнь на американском континенте складывалась неожиданным образом. В принципе, я думала, что вот я приеду сюда, и я найду себе работу, буду заниматься тем, что у меня неплохо получается, то есть заниматься буду переводами. А оказалось, что здесь, в Портленде, в общем-то, возможностей для постоянной работы в качестве переводчика, ну, еще и вот с медицинской страховкой или как с бенефитами, как здесь говорят, что здесь, в Портленде, такой постоянной работы практически нет. Я сначала сотрудничала с ИРКО, переводила для них, но параллельно искала постоянную работу с теми же пресловутыми бенефитами. И я ее нашла где? В управлении общественного здравоохранения, то есть старая любовь, она ко мне вернулась. И вот первые 8 лет я проработала в управлении общественного здравоохранения. Сразу скажу, что путь мой не был устлан лепестками роз, много было очень сложностей, сложная была адаптация к этой жизни. Ну и когда я уже более-менее почувствовала уверенность какую-то в себе, я начала понемногу заниматься общественной работой. Самая первая моя общественная работа была волонтером в библиотеке. Я помогала преподавателю английского языка в группах, где занимались иммигранты. Потом я 2 года работала менеджером русско-орегонской социальной службы. Тоже был безумно интересный период, потому что я лучше узнала нашу общину. Я начала сотрудничать с радио Slavic Family, с журналом. Я начала писать статьи о домашнем насилии, о сексуальном харассменте, например. То есть это было что-то новое, чем я раньше не занималась. Но потом мне предложили работу в City of Portland. Это городская управа города Портленда. В этой городской управе существуют разные департаменты, и вот в том числе есть управление парков Портленда. Ну вот, я сейчас работаю координатором в управлении парков. Это управление развития парков, то есть наше управление занимается строительством новых парков, а также усовершенствованием существующих парков, о чем я потом еще расскажу более подробно. Ну, поскольку я тесно общаюсь и с американцами, и с нашей общиной, то вот наблюдения такие показывают, что есть много общего, но и есть то, что нас очень сильно отличает. Вот что отличает, мне кажется, американцы, они ведут себя более уверенно, но
для меня это, конечно, понятно. Я сама чувствую себя не очень уверенно в каких-то ситуациях, потому что, особенно если эта ситуация не очень знакомая, потому что не хочешь же себя чувствовать как слон в посудной лавке. Вот потому нам приходится прислушиваться, присматриваться, а это производит впечатление некоторой неуверенности в себе. Когда я начала работать в управлении парков Портленда, я узнала о том, что сотрудники муниципальной службы, русскоговорящие сотрудники, они создали так называемую группу Slavic Empowerment Team, то есть славянская инициативная группа. Я вошла в эту группу, и что мы делаем? Мы, во-первых, информируем нашу общину о том, что они могли бы делать, чтобы принимать какое-то участие в общественной жизни. Кроме того, мы проводим различные мероприятия с мэром города, с членами городского совета, чтобы они получше узнали нашу общину и о нуждах и интересах нашей общины. Я вижу, что интерес у государственных служащих, у ответственных вот этих работников, он действительно есть к нашей общине, но нам надо как-то побольше о себе заявлять. Отличное мероприятие, которое, к сожалению, коронавирус нам теперь мешает проводить, это фестивали. Вот выбор, может быть, помнят многие, что представители горсовета приходили на эти наши фестивали, принимали в них участие. Я надеюсь, что скоро мы вернемся к нормальной жизни, и эти мероприятия снова будут проходить, и мы сможем еще больше познакомить наших официальных деятелей с нашей общиной, и наша община станет более видимой, более зримой и ощутимой. Еще одно направление общественной деятельности. Я являюсь членом Славянского совета, консультативного совета при управлении полиции Портленда. Совет занимается тем, чтобы служить в качестве связующего звена между полицией и общиной. Что мы делаем? Мы проводим разные мероприятия. Вот, может быть, кто-то принимал участие в таких неформальных встречах с полицией, или когда они показывают, например, свое оборудование, или показывают, как они работают с собаками. Но это все было до ковида, к сожалению. Сейчас все эти мероприятия приостановились, но я надеюсь, что они будут продолжаться. Мы регулярно публикуем статьи в журнале «Афиша». Вот трудно эту информацию где-то вот так найти, а вот через замечательный журнал, который многие читают, мы доводим эту информацию до нашей общины. Кроме того, мы приглашаем руководство полиции на радио и задаем им достаточно неудобные вопросы и просим, чтобы они на них ответили. Вот чем занимается совет вкратце. Знаете, я несколько раз писала об этом. Например, хотите, чтобы Портленд стал лучше и краше? Не оставайтесь в стороне. Если вам не безразлично будущее нашего города. То есть я вот на каждом углу, где могу, я говорю постоянно об этом. Вот мы немножко, кто жил в бывшем Советском Союзе, может быть, еще сохранили какое-то недоверие к официальным властям. Здесь ситуация другая. Здесь действительно люди могут прийти и высказать публично свое мнение. Например, любой человек может записаться и выступить на заседании городского совета. В одной из этих статей я писала об этом подробно. Можно записаться, и дадут время, и городской совет выслушает. Вы просто заявляете свою контактную информацию, тему, на которую будете выступать. Никто не будет вас цензурировать предварительно, но вам обязательно дадут возможность высказаться на одном из заседаний городского совета, которое проводится каждую среду. То есть обращение к вот этим людям, которые занимают выборные должности, оно очень хорошо действует, потому что они
будут еще переизбираться. Им надо заслужить доверие избирателей. Если они будут слышать, что у нас люди не безразличные, что их волнует, что происходит в городе и в частности в их общине, вот это будет очень реальным хорошим участием.